Привет всем моим звездочкам! И сегодня я буду с вами делиться всякими разными своими предположениями. Например, что это за таинственное чудо? Что значат вот эти армии фигур? Выпавший человечек и многое-многое-многое прямо сейчас в моей теории камбэк-трейлеру BTS Persona в исполнении RM. Первое, что бросилось в глаза многим ARMY, это отсылка к самым ранним релизам и концептам BTS. В частности, начало клипа Persona и его анимационная стилистика практически повторяют оформление интро School Love of Fire. Мы можем видеть похожую атмосферу в No More Dream, а также в тизере к No More Dream, где парни цветными мелками зачеркивают сложные замудренные формулы на доске, как протест против изнуряющих школьных программ, уничтожающих детей внутри нас. Также школьный класс часто отождествляется именно с Намджуном. В заметке из Hwayan Yonghwa, где Намджун находится в их тайном классе, есть строчки. В моей руке был карандаш, но я не знал, что должен написать. Среди графитной карандашной пыли и черканины я беспорядочно писал о бедности, родителях, Тонсонах, переезде и других вещах. В этих словах мы можем видеть проблемы, на которых сосредоточен персонаж Намджуна из Hwayan Yonghwa, что по сути является объяснением и попыткой оправдать причину, по которой он оставил своих друзей. Мы позже к этому еще вернемся. Но хочу напомнить, как я уже ранее объясняла в своих теориях, персонаж Намджуна из вселенной BTS всего лишь проекция настоящего Намджуна. Все события в заметках и комиксе Сэвми вымышленные, но отражают какие-то глубинные проблемы и переживания реальных парней. Я предполагала это раньше, сейчас просто лишний раз убедилась, что проблема реального Намджуна кроется в слишком большой концентрации на себе. Из-за этого он склонен игнорировать тех, кто нуждается в нем и его помощи. Во вселенной Бантан нам это показано через персонаж Тэхёна и подробнее рассказано в теории на Fake Love. 전화 한 통만 하게 해주세요. В видео из тура Винс нам снова показан школьный класс, а в руке Намджуна мы можем видеть нечто, что также напоминает карандаш. Но это пуля, красная пуля. Осознав для себя что-то важное, Намджун бросает ее, и нет, он ее не выбрасывает. Это отсылка к еще более раннему видео, которое возвращает нас к самому первому туру, который так и назывался Red Bullet, красная пуля. В концепт видео этого тура BTS, которые только обрели свои бронежилеты, находят эту пулю, возвращаются в класс к тирану-учителю и спасают других детей. Как я уже рассказывала в трилогии своих теорий на No, Fire и Mic Drop, красный цвет – это символ силы, и постепенно красный цвет или огонь становятся символом силы BTS. Символично пули – это их сокрушительные слова, послания, песни, которые направлены против несправедливости в нашем обществе. Как мы и предполагали, новая эра BTS Map of the Soul будет основана на психологическом анализе Карла Густава Юнга, психолога и культуролога, исследования и теории которого заключались в глубинном изучении человеческой души. Вы только послушайте. Душа в этом значении не имеет религиозного значения, а в разных источниках юнговская карта души называется структурой личности Юнга. Синонимы такие. Мюррей Стайн посвятил целую книгу теориям этого психоаналитика, где упорядочил и пояснил видение Юнга. Назвал он эту книгу Jung's Map of the Soul, или на русском Юнговская карта души. И сама эта книга легла в основу предстоящей целой эры BTS. Мы с вами уже и так много прочитали благодаря бантосикам, плюс подучили биологию, космологию, мифологию. Ну, почему бы не увлечься глубинной аналитической психологией? Я люблю психологию. В основе конкретно этого альбома лежит архетип персона. Это переводится как маска или личина, и этот термин в психологию ввел Юнг. В клипе персона мы также можем видеть термины shadow, тень, soul, душа, и эго, я. Это все важные понятия, положенные в основу теории Юнга. Также здесь мы можем видеть значимые цитаты Юнга о душе и личности, ставьте на паузу, читайте сами, и также вопросы «кто я?», «кто ты?». Чтобы ответить на эти вопросы, нужно осознать свою личность. Представьте, что внутри каждого из вас есть целая вселенная. Покажите мне саранхульку те, кто смотрел мою теорию на серендипити. Душа состоит из 3 уровней: сознание, индивидуальное бессознательное и коллективное бессознательное. Об этом позже, не пугайтесь пока что. Центр этой вселенной представляет из себя самость, self.
на английском. Как миленько, да, после серии альбомов Love Yourself, типа люби свою самость. Самость объединяет вокруг себя все уровни души и ее компоненты. Часть этого космоса внутри своей головы, внутри себя мы не осознаем. Это бессознательная область психики. Там хранится много чего, от забытых воспоминаний до наследия всей человеческой эволюции. Но есть область, которую мы осознаем, это хорошая новость. Да, это наше сознание, то есть мысли, знания, переживания и так далее. И центром нашего сознания является что? Эго, конечно, или я. Эго — это понимание, что я — это я, и я — это не ты, вот это вот мое, а вот то вот не мое. Все мы точно знаем это внутри себя. И сейчас, внимание, я думаю, что вот это вот прекрасное и удивительное нечто, похожее на Намджуна, является символом эго Намджуна. Более того, оно представлено нам в облике внутреннего ребенка, а значит является истинным я Намджуна. За многие-многие тысячи лет психологи там и мыслители всякие пришли к выводу, что каждый из нас должен трепетно защищать это дитя в течение всей жизни, поскольку именно оно является источником энергии, радости, творчества, счастья, в общем, все в этом духе. В противном случае мы теряем чудо ребенка в глубинах своей психики, забывая, что этот ребенок, которым мы когда-то были, и есть те же мы, что и мы взрослые. Само эго, конечно, оно никуда не исчезает в таком случае, но оно просто теряет форму истинного я. Ну, это, конечно, непросто. И выталкивание детей из детского мира иллюзий во взрослую реальность нам показано в клипе No через красную таблетку, что является отсылкой к фильму «Матрица». В юнговской карте души Стайн называет эго оком сознания и приводит в пример новорожденную дочку своего друга. Осознанный взгляд девочки он называет свидетельством наличия эго. И если сценаристы не на это намекали вот здесь вот, показывая нам супер осмысленный взгляд, то я тогда не знаю. Мы привыкли свое сознание воспринимать как свою личность. Но согласно Юнгу это не так, вообще не так. Поскольку часть личности находится в бессознательной области, то есть мы ее не осознаем. Там спрятана наша индивидуальность и нераскрытый потенциал, до которого сознание еще не созрело просто. Так вот, идея фикс лежит в том, чтобы попытаться осознать и принять всю свою личность, откопать в свою индивидуальность, но при этом не стать белой вороной или опасным субъектом в обществе. Это процесс длиной во всю жизнь. Юнг называл его процессом индивидуации. Не путайте с индивидуализацией. Будет логичным с моей стороны подытожить, что в эре Map of the Soul BTS будут открывать перед нами свои души, даже те ее уголки, что они так старались от нас скрыть fake love. У эго есть субличность, персона, другими словами, маска. Это роль, которую мы отыгрываем в обществе. При этом масок может быть несколько. На работе мы серьезные и ответственные, а дома мы ленивые и забываем вынести мусор. Юнг утверждает, что в разрезе его теории мы можем говорить о признаках расщепления личности даже у здорового индивида. Так, а ну-ка все улыбнулись, кто смотрел мою теорию на fake love и сингулярность. Все эти личины он обозначил термином персона. Персона является фильтром эго-сознания, чтобы не вываливать наружу все, что у нас в голове творится. И направлена персона, как вы уже поняли, на внешний мир. Ее задача состоит в адаптации с окружающим миром и обществом, то есть подстройка под внешние условия. Поняли, да? Чаще всего она подстраивается под общественные нормы морали и наше желание выглядеть в глазах людей вот так вот, а не как-нибудь по-другому. И я думаю, что персону Намджуна мы можем видеть на этих кадрах. Вот здесь вот. В обществе он играет роль Арема. То есть нет, это обычный себе Намджун, вот вы его сейчас видите, к которому мы все привыкли. Просто сделайте где-то в своей голове пометку, что мы видим Намджуна, но просто через призму его маски, вот этой вот персоны. А вот здесь мы видим другую субличность. И я предполагаю, конечно же, что это его тень. Тень – это другая субличность эго, которая в какой-то мере противопоставляется персоне, такая себе антиперсона. Это наоборот то, что скрывается или даже отторгается нашим сознанием. Например, какие-то антиморальные животные желания или черты характера, которые нам присущи, но не нравятся или мы их стесняемся. И в таком случае тень либо совсем выпадает в бессознательное, либо старательно скрывается человеком от окружающих посредством маски. Чаще всего тень ассоциируется со злом или чем-то плохим в
клубу, поэтому персона Намджуна представлена в виде вполне обычного для общества парня, адаптированного под обстановку, а тень устроила гармидер, какой-то здесь, да, творится полный хаос, он одел капюшон и еще и буянит немножко. И из песни тень Намджуна является сомнением, то есть эго отбросило склонность к сомнениям в теневую сторону, и персона больше никогда не боялась. Но тень, согласно Юнгу, нельзя полностью игнорировать, иначе она может взять верх и вырваться наружу с еще более серьезными последствиями. Тем более, что теневая субличность – это все равно часть цельной личности, которую нужно тоже осознать. Так что лучше понять, что именно скрывается в тени, и научиться этим управлять. Когда перед нами предстает тень, она, судя по лирике, словно является пучком всех вот этих вот сомнений, которые Намджун старался в себе подавить. И в этот момент Намджун не только показывает, что осознал свою тень, но и являет этот потайной кусочек своей души всем нам. Все это часть процесса индивидуации, который кроется в стремлении к гармоничному сочетанию всех вот этих вот противоположностей внутри нас. Стоит сказать, что бывают и исключения. Например, преступный авторитет может иметь жесткую и беспринципную персону, тогда как в тень он отбрасывает свою чуткую и хрупкую натуру. Вот эти кадры, смотрите, где Намджун одет в ханбок. Думаю, тут отображены уровни души и ее важные компоненты. Тут 3 локации. Черный, фиолетовый и зеркальный фон. Различаю 3 уровня души. Сознательное, вы уже знаете, что это, и бессознательное, которое делится на индивидуальное бессознательное. То есть это все, что мы не осознаем, но оно связано с нашим личным приобретенным опытом. Например, какие-то забытые воспоминания или наш потерянный внутренний ребенок и так далее. Недоступно человеку, и это показано через вот этот щелбан, когда Рэм пытается туда заглянуть. И самый глубокий – это коллективное бессознательное. Все то, что вложено в каждого из нас с момента зачатия. Вся человеческая эволюция, история бытия и вселенские истины, все таланты, задатки, темперамент и все бессознательно дремлет здесь и иногда попадает в наше сознание, формируя наше эго. Эти кадры, где Намджун стоит напротив зеркала, символизируют сознательную рефлексию. Reflection или отражение. Все это берет свое начало еще в Very Wins и сольной песне Намджуна Reflection. Рефлексия – это, грубо говоря, самоанализ, очень грубо говоря. То есть путь к пониманию самого себя, взгляд вовнутрь и разглядывание себя. Поэтому название такое – отражение, рефлексия. Она является частью процесса индивидуации. Значит, эта локация в клипе отражает сознательный уровень души. Эти кадры показывают Намджуна на красно-синем сливающемся фоне. Я не буду пояснять, что это, потому что это много-много страничек выдумчивой читанины. Но, как описано в книге Стайна, Юнг изображал карту души в виде спектра, архетипами на ультрафиолетовом конце и инстинктами на инфракрасном, что при смешивании красного и синего цветов кажется фиолетовым. И тот, и другой конец пребывают в бессознательном. Потом уже смешиваются, образуют элементы и появляются в сознании в виде побуждений, стремлений, идей, образов, а эго уже определяет, реагировать на это или не реагировать. Грубо говоря, в этот момент происходит выталкивание из бессознательного в сознательное. Эго получает сигнал от внутренних инстинктов, и Рэм оборачивается. Этот чудик, с одной стороны, показан в виде раздражителя внимания, на которое происходит реакция, да? С другой стороны, отражает сам факт выброса элементов из бессознательного пространства в сознательное. И последняя, самая глубь глубин. Иногда ее еще называют бездной. Это бездна внутри каждого человека. Коллективное, бессознательное. Конкретно здесь идет отсылка к коллективным темпераментам по жидкости. То есть сангвиник – кровь, флегматик – слизь, меланхолик – черная желчь и холерик – желтая желчь. А значит, он у нас кто? Вот этот вот огонь, видите, да, вот тут бывает внизу, может символизировать самое главное – жизненную энергию, которую люди, особенно склонные к рефлексии, черпают из глубин себя. Жизненная энергия или либидо сравнивается в книге с горючей смесью. Она нейтральна. Более того, вам очень сейчас прям важно узнать, что тень души является по своей натуре творческой и индивидуальной, в противовес персоне, которая подстраивается под окружающий мир и эту индивидуальность, а значит и творчество, не имеет. Эти фрагменты анимации, где прорывается тень, показывают и жизненную энергию, поступающую из глубин бессознательного, и мощный творческий потенциал Намджуна, вырывающийся наружу.
Нельзя не упомянуть аниму. С латинского переводится как душа, soul. Есть некое задвоение понятия душа, поэтому эту часть личности мы будем называть анима. Анима – это женская часть души у мужчин и несет в себе женскую энергию, в то время как у женщин, конечно же, есть мужская сторона с мужской энергией, и называется она анимус, то есть мужчина внутри нас. Человек должен стремиться к гармонии своего мужского и женского начала, либо в противном случае ригидность одного из этих начал может приводить к конфронтации внутри нас и чувству неудовлетворенности и несчастья. Вот так. Персона обращена во внешнюю среду, а вот анима и анимус обращены вовнутрь, в нас, в серединку, туда куда-то, да, в бездну. Юнг ввел эти понятия в психологию и обозначил их проводниками в бессознательное. Моя теория по highlight reel. Я на самом деле считаю, что девушки являются отражением самих парней. Где я предположила, что девушки являются женскими отражениями парней, была для меня самой странной, потому что я не понимала, к чему вообще это BTS там вот сделали вот так, поэтому я думала, что и сама себе, наверное, там все понапридумывала. Но сейчас все встало на свои места, наконец-то, спустя 1,5 года. Аниму каждого из парней мы видели в том коротком фильме. Идите посмотрите. Но подождите, смотрите сюда. На ханбоке Намджуна изображены дракон и феникс. Дракон – это мужская энергия. Феникс в сочетании с драконом – это женская энергия. Такая гармония инь и янь считается на Востоке идеальной. Таким образом, Намджун в ханбоке является проводником между уровнями души, объединяя и уравновешивая все ее противоречия, включая вот эту энергию инь-янь. Он и представляет тут из себя ту самую самость. Self. Юнг характеризовал самость как нечто необъяснимое, подобное Богу внутри каждого из нас, а идеальная гармония дракона и феникса в Азии означает божественный потенциал. Вот так вот. А теперь давайте поподробнее разберемся с эго-сознанием. С центром сознания в облике внутреннего дитя я вас уже познакомила. Но что же дальше? Эго Юнг разделил на эго-типы. Он ввел такие понятия, как экстраверсия и интроверсия. Я думаю, что в этих двух локациях противопоставляются два эти типа. Возможно, кто-то считает, что Намджун в костюме – это персона, но я так не думаю. Этот и этот Намджун отражают две крайности точки эго, одна из которых экстравертна, то есть направлена во внешний мир, а соответственно максимально приближена к персоне, поэтому как бы нам и кажется, да, что она персона. Пространство вокруг – это что-то вроде проекции внешнего мира внутри сознания Намджуна, поскольку тут все отображено скорее в образах, чем в виде привычного мира, как тут, например. Другая сторона эго интровертна и направлена вглубь сознания, вглубь нас самих. Эта локация с занавесом и есть то, что скрыто за персоной, за маской. Это внутреннее сознание, внутренний мир Намджунчика. Понимаете, да? Открытое небо, закрытый занавес. Открыто-закрыто. Или статическая закрытая поза, динамическая открытая поза. Окей, так, все, поехали дальше. Это локация отражения социальной среды в сознании Намджуна. Имя, которое мы получаем как бы извне, тоже является атрибутом внешней социальной среды. Так в книжке написано. Но эго появилось до того, как нам дали имя, и оно не является этим именем. Но тем не менее мы говорим: я Вася, я Ариран, я Ким Намджун. Ладно, Ариран — это не мое имя. И вот когда мы слышим свое имя, мы же чувствуем отклик внутри себя, да? Это и есть интеграция эго с персоной, то есть с окружением. Интеграция со своим именем. Также в книге описано, что персона появляется под действием окружающей среды, формируется, сливается с нашим эго и, более того, начинает влиять на окружающих, манипулировать другими. Это экстравертная, то есть слившаяся с маской часть эго Намджуна, боже, как сложно, адаптировалась в социальном окружении. Здесь показано, что вот эта вот экстравертная часть Намджуна адаптировалась в социальном окружении. Социальность нам показана здесь через здания и костюмы. Затем окружение начинает покачивать в такт с Намджуном головами. А потом они вообще совсем пускаются плясать следом за ним. И это есть то вот самая манипуляция окружения, которая описана в книге. Экстраверсия сама по себе динамична и представляет действие. Так что эта динамичная среда противопоставляется закрытой,
как видно по позам, да, скрещенные руки на груди, потому что это статичная интроверсия. Если эго слишком сильно сливается с маской, то есть становится этой персоной, становится частью окружающего мира, отрешается от всего внутреннего себя, то такая интеграция чревата утратой того индивидуального, что есть в нас. Вообще такова задача персоны – влиться в толпу. В книге описано, что чем больше социальный статус, тем больше мы срастаемся с этой маской. Например, дворник скорее считает себя человеком, работающим дворником, в то время как президент отождествляет себя с президентом, а не с человеком, работающим президентом. Так и здесь нам показан Намджунчик, который, обретая известность и признание, нечаянно сливается с маской. Эта утрата нам была показана в Fake Love, полное слияние себя и идеального образа артиста. Вот тут Намджун так красивенько и радушно приглашает нас в свою голову, типа, чё уж там, вот он я какой, заходите. Но напомню, что этот Намджун только часть его я, тип эго, направленный вовнутрь, интровертная часть его. Она, в отличие от своей экстравертной половинки, наоборот, тянется к единению со своими внутренними мотивами, то есть к индивидуации, к слиянию всех частей души. С трибуны люди обращаются, правильно? Так что и тут трибуна показывает вектор направления Намджуна. Никто ничего опять не понял. То есть он в большей степени обращен в себя, то есть интроверсия доминирует его характере над экстраверсией. Такая же трибуна есть и в классе Арема, но в центре помещения она стоит именно тогда, когда говорит тень. Связь тени с интровертным эго также показана вот тут через эту маленькую отсылочку к изумрудному городу, в то время как человек за занавесом – это отсылка к закрытому от вне сознанию. Кстати, вот этот атрибут хоть и демонстрирует импульс из подсознания для рефлекторного действия человека, но все же он является образом коллективного. Вернемся к интровертному эго Намджуна. У него, как и у экстравертного, есть своя крайность. Это крайняя степень рефлексии, самокопания. Чем больше эго погружается в себя и отрешается от своей персоны, тем хуже человек адаптируется с внешним миром. Он просто перестает замечать что-либо вокруг, сосредоточившись на себе. Чрезмерная рефлексия и есть бич Намджуна, который мы видим не только с Эры Винс, а еще из записок Ваян Йонгпа. Именно об этом я там в начале где-то рассказывала. На уровне персонажа BTS Намджун закрывался от проблем Тэхёна, а также сбегал от остальных ребят. Если абстрагироваться от персонажей, то суть проблемы, скрытой в сознании реального Намджуна, все равно такая же, как и у персонажа. Он очень вдумчивый и глубокий человек, выпадающий из реалий окружающего мира. И это вредит как окружающим, так и его адаптации в ней. Момент бесконечного рассматривания внутреннего себя, то есть рефлексии, заканчивается, когда разбиваются зеркала, когда рассыпается зеркальная маска вот в этих кадрах, и когда он понимает для себя, что хочет помогать окружающим, а не концентрироваться на себе и вот этих образах внутри своего сознания. В этот момент он как бы делает выстрел, и эти образы рассыпаются, как те зеркала, которые я показала раньше. Это момент осознания своих истинных внутренних целей, желаний и стремлений Намджуна. К этому заключению я пришла еще, кажется, в теории Fake Love, тут просто еще раз убедилась. Кстати, возвращаясь к экстравертной натуре, мы видим, что он спустился с небес на землю и не отождествляет себя со значимостью своей персоны. Его присутствие здесь ровно настолько, насколько нужно, чтобы он комфортно себя чувствовал рядом с людьми. Так в чем же смысл, брат? В том, что закрываясь от своих недостатков, мы становимся двумерными, плоскими и далекими от своей исключительности и особенности, что потакая крайностям в себе, становясь холодным или горячим, как это поется, в песне Намджуна, мы сами травмируем свой внутренний мир, причиняя себе боль. Что золотая середина не равна 50/50, а уникальна для каждого, и нащупать ее можно только через здоровую рефлексию, то есть самопознание и принятие своей целостности. Итак, подытожим, судя по клипу Намджуна, он интровертного типа, флегматик, который наконец-то совсем справился и хочет теперь помогать остальным своим примером. И это, кстати, намек на архетипического героя по Юнгу, но я об этом уже сейчас рассказывать не буду, сори. Так что клип, если кто-то допетрит до этого всего, очень клево интерпретирует вот эти все абстрактные объяснения Юнга во что-то, что можно пощупать глазами. И это действительно то, что должен узнать каждый человек, чтобы избежать потом горьких сожалений о своей старости. И вот теперь мне очень интересно увидеть карту души каждого бандосика. А еще, конечно, интересно увидеть ваши комментарии
комментарии. Не могу сказать, что сам анализ мне дался тяжело, я вообще люблю психологию, но быстрое, поверхностно вдумчивое пролистывание психологических книжек и статей по теме заставило мой мозг, конечно, попыхтеть. Поэтому жду пальчики вверх. Саран-саран, с вами была Ариран, я вас всех люблю и целую. Пока-пока-пока.